Здравствуйте, мои любимые подписчики и гости канала Таро Гадание Инфо. Благодарю вас за ваше время, за то, что вы со мной, за вашу поддержку. Тема сегодняшнего расклада. Какие ловушки расставлены на твоем пути? Расклад, как всегда, будет сделан по специальной схеме, состоящей из 5 вопросов, которые будут озвучены сразу же после вашей сигнификации. В конце расклада в качестве бонуса будет совет психолога. Надеюсь, будет интересно, полезно. Пожалуйста, досмотрите до конца. Также присылайте любые вопросы, которые не дают вам жить и спать спокойно, да? Может быть, на которые хотели услышать. Вы хотели бы услышать ответы психолога. Обязательно отвечу в видеоконсультациях. Итак, предупрежден, значит вооружен. Где же спрятаны эти капканы судьбы? Иногда мы с вами буксуем на месте не потому, что у нас мало сил, а потому что кто-то или что-то расставило на нашем пути невидимые, незримые эти капканы. Это могут быть кармические долги, токсичные люди, которые так желают нам добра, да, или наши собственные иллюзии, которые ведут нас в тупик. Давайте же посмотрим, какие ловушки расставлены на вашем пути. Ваша сигнификация сейчас. Какая девочка пришла на расклад? А планы в основном по поводу зарабатывания денег мне показано. Куча планов, может быть, уже планы не просто как эти деньги заработать, а как уже их потратить, да? Одиночество. Ух ты, очень интересно. Второй расклад подряд у меня выходит почему-то карта женщины, которая, не буду прям говорить, разочаровалась в дружбе. Как будто бы сейчас с опаской относитесь, может быть, даже к попыткам кого-либо с вами там сблизиться, попытки там, может быть, каких-то там, не знаю, там, из окружения, из вашего там, люди хотят с вами сблизиться, может быть, больше о вас узнать, а вы как будто бы с опаской на вытянутую ручку. Мне так вот как будто идет. Карта друзья, тут карта смерти, с этой стороны ворон и одиночество. Может быть, вам уже с самой собой комфортно, и вы скорее сфокусированы, повторюсь, тут на своей стабильности, на зарабатывании денег, планы именно, может быть, как реализовать себя, при этом стать независимой, в том числе материально. А карта смерти, карта тут оковы, как проволока такая, да, вокруг вас. Вы говорите, я хотела бы эту проволоку разорвать, убрать. То есть любые ограничения, то, что останавливает меня, является препятствием на моем пути. Я хотела бы это убрать. Для кого-то это проволока, это символ, может быть, у кого-то это ментальные какие-то установки, родовые программки, да, разорвать. Не хочу повторять судьбу там моей бабушки, мамы, тети. Не хочу, допустим, как вот есть какая-то, знаете, установочка, вот ведем себе наши взаимоотношения, да, выстраиваем там с мужчинами в социуме. Вот, может быть, как женская линия какая-то, вот она повторяется, может быть, как вот впитали с молоком матери. Вот вы говорите, не хочу так, хочу по-другому. Не хочу проживать вот этот сценарий именно вот женщина, мужчина, вот эти взаимоотношения. У кого-то так. У кого-то это в принципе эти ограничения разного рода. Такое складывается впечатление, как будто бы вы уже так подзадолбались, честно говоря, думать о том, что и кто о вас подумает. Тут женщина говорит, да все, я это все отпускаю, я хочу пожить для себя. Я всех прощаю, да, если кто-то чем-то недоволен, я всех прощаю. Что-то из этой серии.
прям как-то так мне идет это сочетание смерти, и вот эта вот карта этой проволоки, оковы эти. И тут карта друзья, это тоже отчасти мне говорит о том, что тут как-то женщина, которая говорит, если я, мало это, если я там неугодно, допустим, или если я буду себя как-то вести так, может быть, даже нестандартно, и это не совсем понравится моим так называемым друзьям, то это не повод мне меняться, то это не повод мне, знаете, становиться удобной для кого-то. Вот тут что-то такое, как будто бы вы меняетесь, и вы говорите, а я себя люблю. Тут вот что-то такое, как будто бы, а я себе нравлюсь, и это самое главное. По крайней мере, тут как будто как процесс какой-то запущен, и тут вы, даже как выздоровление какое-то идет. Будто бы женщина больше задумалась, вот это вот одиночество, и тут карта ворон, монеты. Тут история о том, что тут женщина захотела, может быть, даже можно сказать, не предавать себя, а прислушаться к самой себе. Тут осознанная женщина, тут, скорее всего, вы уже прошли такой длительный путь, может быть, были удобной, там, старались, может быть, там, чьи-то потребности закрыть, даже, знаете, как были внимательной, там, тактичной. Тут как будто бы женщина такая вот была, ну где-то удобная, где-то с вами действительно очень комфортно. Но судя по этим картам, как будто бы вы говорите, да не хочу я дальше так жить. Нет. От такого моего поведения, от таких моих проявлений, может быть, моему окружению классно, может быть, очень удобно каким-то вот даже друзьям, которые рядом со мной. А мне от этого плохо. Я как в какой-то проволоке, как в каких-то ограничениях. Как будто бы вы осознаете, что вы отчасти сами, ну, может быть, даже себя в тупик загнали. Как будто бы по привычке вот так вот, как будто длительное время вот, может, навязанные, да, какие-то там шаблоны, навязанные обществом, может быть, там, родители, вот какие-то установочки. А вы говорите, а я в этом запуталась, я не хочу мне в этом быть, мне в этом некомфортно. Что хорошего от этого? Вот как будто бы... А где бонусы? А где бонусы от этого? От того, что я удобная, хорошая. Всем хорошо, а мне как-то не особо. Что-то такая сигнификация сегодня. Подпишись на канал и поставь лайк. Итак, смотрим, какие ловушки расставлены на твоем пути. Первое. Общая обстановка на твоем пути. Насколько он сейчас опасен. Сканируем, да, насколько сейчас опасен ваш путь. Может, о чем-то будут предупреждать вас, на что обратить внимание, акцент на чем сделать, да. Может быть, вам скажут элементарно, сбавьте оборот или наоборот, прибавьте, как это, газу прибавьте или, ну, в любом случае, ускоряйтесь, да. Так, смотрим, кто из твоего окружения неосознанно или специально ставит тебе палки в колеса. Может, таких и нет у вас. Кто специально или неосознанно ставит палки в колеса? Следующее. Какое событие может оказаться тем самым сыром в мышеловке, да? Какой-то приманкой, лакомым каким-то кусочком, а потом вы пострадать можете от выбора этого кусочка лакомого. Какое событие может оказаться сыром в мышеловке?
Так, чего ты категорически не хочешь замечать прямо сейчас? То есть то, что у вас под носиком, под вашим творится, вы чего-то не хотите замечать. Давайте, не обращайте внимания на это. Следующее. Как маневрировать, дабы вы маневрировать. Да, ладно, как маневрировать, чтобы выйти. Ух, и при этих словах какой-то у меня мотоциклист сумасшедший проехал. Так, как маневрировать, чтобы выйти из ситуации вам, победителям? Ух ты, прям карта выскочила, карта счастья. Ух, радуйтесь жизни, да? Она имеет тенденцию быстро заканчиваться, протекать, пролетать. Так, как маневрировать, чтобы выйти из ситуации вам, победителям? Давайте, начинаем. Первое. Какие же ловушки расставлены на твоем пути? Первое у нас общая обстановка на твоем пути. Насколько он сейчас опасен? Сейчас. Ну, почему-то опять мне вот второй расклад, и опять мне вот это какая-то тема друзья, тема смены, может быть, круга общения, может быть, близких каких-то людей. Как будто бы вам показывают, что то ли пришло время впустить в свою жизнь, ну, как бы, новых людей, да, подпустить ближе, или как будто бы по-другому посмотреть, опять-таки, на взаимоотношения. Это вполне возможно, даже у вас какое-то сформировалось уже отношение там, к людям, к друзьям, да, может быть, товарищи, единомышленники, там, на работе какие-то у вас там коллеги. А как будто бы вам даже предлагают по-другому на это все посмотреть. Не знаю, сейчас посмотрим, о чем это. Общая обстановка на твоем пути. Насколько он сейчас опасен? Ух ты, дьявол. На прямых смотрим. Эго. Освобождение и взаимодействие. Интересно. Тут больше, конечно, идет о взаимоотношениях ваших. Вот сейчас у вас такой какой-то период. По карте компас, опять-таки, это как будто бы вы настраиваетесь, подстраиваетесь. Может, как считываете, кто в вашем окружении для вас друг, а кто по карте дьявол может, ну, как минимум подставить, как минимум свои какие-то корыстные там преследуют цели. В принципе, может быть, чем-то руководствуются, знаете, ну, может быть, очень лживым, двуличным. Вот тут как будто бы у вас сейчас такой период, и опасность в чем даже. Мы же в принципе смотрим, общая обстановка на пути, насколько сейчас опасен. Самое главное тут как будто бы разобраться, кто друг, кто враг, а кто просто так, да. Но по карте компаса у вас, кстати, тут может быть и меняться. Вот кого-то вы будете сейчас считать другом, да, через там буквально пару месяцев этот товарищ вам покажется абсолютно какой-то тут, знаете, с такой стороны покажет себя, что вы подумаете, блин, как я ошиблась в этом человеке. Тут какой-то такой нюанс вот в этом именно сейчас у вас, насколько сейчас опасно. Но вам говорят, на самом деле тут больше думай не о том, кто тут друг, кто враг. Тут больше думай о себе. Вот почему-то даже так. Карта эго о себе и куда ты идешь, твои цели. А на данном даже этапе кто твой союзник, если можно сказать, с кем тебе по пути. Как будто бы тут карта освобождения. У тебя сейчас такой период, вот видите, как розочка эта замечательная, она тут расцвела, вокруг нее купол был хрустальный. И вам говорят, ты действительно можешь этот какой-то купол из этих ограничений
Ну, тут карта написана освобождение. Этот купол хрустальный из этих ограничений ты можешь разбить, ты можешь выйти на новый уровень, ты можешь обрести, ну, своего рода какую-то тут свободу, можешь достичь поставленных целей. А при этом карта взаимодействия. Тут карта ножницы, видите, такие состоят из женской половины, мужской. Я не хочу сюда тут, знаете, еще приплетать какие-то взаимоотношения, мужчина, женщина. Тут в общем какое-то такое вот мне как будто бы состояние, в общем какой-то посыл такой. Вам говорят, вот сейчас обстановка на вашем пути опасна в чем? В том, что вы, может быть, с одной стороны, слишком не открывались людям, которым вы считаете, что вы можете довериться, так как эти люди в любой момент вот могут повернуться по карте дьявол. Знаете, пока вам с ними по пути, да, пока вы союзники, у вас тут общее что-то объединяет, то вы можете тут горы свернуть. Но вас предупреждают лишняя информация, как будто бы тоже не делитесь, потому что как только вам станет не по пути или ваши интересы могут где-то, как это сказать, пересечься, да, коса на камень найдет, то тут по карте дьявол, ну, вот очень некрасивые истории какие-то начинаться. Вплоть до того, что та информация, которой вы поделитесь, будет против вас использована. Давайте так. Тут даже вас отчасти и предупреждают. Ну, не нужно слишком обольщаться по поводу вот друзей сейчас, которые рядом с вами, или вы расцениваете людей как, ну, в принципе, как ваших друзей. Ну, почему-то так. Но при этом не стоит как будто бы от них отмахиваться, не стоит пренебрегать. Ну, я не буду говорить тут дружбой, не дружбой, их хорошим отношениям. Тут нужно как будто бы, с одной стороны, это ценить, а с другой стороны, ну, не до конца расслабляться, не до конца, как вам сказать, быть в такой эйфории и наивно полагать то, что ваши пути могут не разойтись, да, то есть вы в любой момент можете пойти каждой своей дорогой. Тут что-то так вот мне идет. Ну, по дьяволу я не могу сказать, что дьявол, друзья и эго. Я не могу сказать, что тут не опасен этот путь. Вот тут очень интересно сейчас, я думаю, у вас какой-то период начнется. Может быть, даже вы по-новому посмотрите, опять-таки, на взаимоотношения. Может быть, вас даже обогатят эти, ну, новые какие-то тут взаимоотношения. Тут как будто бы вот это какая-то грань такая. Тут, с одной стороны, не нужно избегать этой там дружбы, общения. С другой стороны, нельзя тут как в омут с головой, да, нельзя полностью наивно отдаваться, вот как будто бы ну как вам сказать, давать бразды управления, отдавать другим людям, бразды управления своей судьбой. Опять-таки, как будто бы эту судьбу вы сами должны вершить, и в первую очередь по карте эго вы свои цели преследуете какие-то. При этом вы удачно можете взаимодействовать с вашим окружением. И тут карта освобождения. Благодаря даже этому взаимодействию вы можете свои какие-то решать насущные проблемы, там какие-то цели вы преследуете, вы можете достигать поставленных целей. Ну, как-то так. Вот почему-то так мне показали сейчас. Опасность я уже сказала. Если вы будете слишком наивны и, может быть, какие-то там радушные слишком надежды питать по поводу, ну, так называемых друзей. Людей, которые к вам кажется, классно настроены. Они на самом деле хорошо к вам настроены. Ну, повторюсь, в любой момент может все поменяться.
Так, люди, кто из твоего окружения неосознанно или специально ставит тебе палки в колеса? Мгм. Зеркала, шансы, одиночество, горы, эмоции, капканы. Очень интересно. Это о чем? Шансы, одиночество, капканы. Капканы, капканы. То есть твоего окружения. Это мужчина. Это женщина. Нет. Тупик нет. Это не вы. Я уже, знаете, подумала, может, это вы сами себе, знаете, ставите себе палки в колеса, да? Тут карта ловушка, вот такой капкан. Тут нет, тут может быть какая-то женщина у меня вышла. С одной стороны королева чаш, но тут у кого-то и мужчина может быть все-таки по карте маг. Тут просто это же не личный расклад. Ну, давайте так. Так, женщина. Какая-то женщина, я не могу сказать, что она к вам плохо прям относится, давайте так, не буду. Ей кажется, что она справедлива довольно-таки во взаимоотношениях с вами, вот выстраивании отношений с вами. Ей кажется, что у вас даже взаимовыгодные какие-то взаимоотношения. Тут какие-то форматы могут быть, знаете, тут учитель-ученик. Я не удивлюсь, если она вас там чему-то может обучать, или даже вы можете ее чему-то обучать. Но тут, скорее всего, она вас. При этом она даже считает вас частью своей как семьи. Это очень похоже, ну, это или какие-то семейные действительно взаимоотношения в семье, или это может очень похоже, тут учитель-ученик, вот семья и деньги все-таки, и тут финансы, и тут финансы. Это может быть рабочие взаимоотношения. Это женщина, которая вот тут неосознанно она может ставить палки в колеса. Я не вижу, что тут прям осознанно это было. Ну, как будто бы типа не то, что там из лучших побуждений, а потому что вот она так видит эту вот ситуацию. Опять-таки, эти палки в колеса, капкан, трудности. Вы по-разному можете смотреть на одни и те же вещи, вы по-разному можете реагировать на одни и те же вещи, как будто бы вы разные, это понятно. И вы тут как будто бы какое-то время пытались с ней сблизиться или как будто бы наладить с ней контакт, а потом, судя по вот этим картам, какой-то вы даже плюнули. Тут карта одиночества уже, по-моему, потом уже начали себя вести, естественно, такая, какая вы есть. И вот тут какой-то нюанс. Вот с одной стороны, она вроде бы к вам и нормально относится, а с другой стороны, вот все равно какая-то недосказанность, как во взаимоотношениях этих сохраняется. Может, ей не совсем понятны ваши эмоции, вы все-таки разные. И палки в колеса, вот в чем даже тут капкан. Вот это вот ваша непохожесть, ну, вполне там допустимо, я так просто для себя думаю, вот если какие-то рабочие взаимоотношения, да, у кого-то, если две женщины, у кого-то более какой-то такой склад ума, мышления, да, такой практичный, прагматичный, более как мужской подход, все там по полочкам четко ясно. У второй женщины, допустим, может быть там тут и эмоции накрывать, и какое-то вот видение там, может гиперболизация проблем, горы, непреодолимые препятствия. Тут, знаете, как будто бы два мира, два разных человека, вот как будто бы и разный взгляд на одну и ту же какую-то, повторюсь, ситуацию, может быть. Вот в этом какая-то трудность. Вот. И палки в колеса – это в
принципе даже не вижу, что тут особо какие-то действительно были специально, что тут человек какие-то проблемы хотел бы принести, да, причинить зло. Тут именно ваше взаимодействие. Вот взаимодействие может... Так, а почему ловушка? Почему ловушка? Но опять-таки, ну, у вас могут быть, тут по колесничему у вас могут быть одни планы, в принципе, да? У этой женщины совершенно другие. Ну, несоответствие тут ваших планов этой женщины. А если это совместный там какой-то труд, если это совместные какие-то там планы, бизнес-проекты, вот тут вот ловушка может быть. Потом у кого-то тут прям мне идет такой как будто бы по документам юридически могут быть какие-то нюансы, аккуратней с бумагами, ловушка. Опять-таки, не могу сказать, что прям осознанно человек может вам подставу какую-то сделать, но, знаете, такое какое-то стечение может быть обстоятельств, и вы можете стать уязвимы очень. Допустим, если в отношении кого-то другого она не рискнет, как-то, может быть, даже не то, что там какую-то аферу провернуть. Нет, тут как будто бы вот какие-то... Даже это не хитрости, даже это не о меркантильном. Это просто как будто бы человек в моменте может как-то себя так повести с вами. Ну, вы как в ловушку можете попасть, опять-таки. Что-то не такое идет. Но это касается больше работы, зарабатывания денег, какого-то ежедневного монотонного процесса, труда. Вот тут такое вот. В общем, у вас может быть один взгляд, если так, коллеги по работе, на работу, на какие-то такие, какие-то, может быть, нюансы, вот рабочие моменты. И вы это можете высказывать, там, быть чем-то довольна, недовольна. У этой женщины совершенно другое видение. Она по-другому это видит. Ей непонятны ваши эмоции, ей непонятны ваши цели. Вот такое разное у вас все. Ну, тут может быть конфликт интересов. Тут что-то такое может быть. Так, следующее смотрим. Какое событие может оказаться сыром в мышеловке? Страх, стабильность, талисман. Да, какое событие может оказаться? Первое, тут общее состояние, карта сестры, это карта женского коллектива. Это, знаете, как коллективный разум, да? И тут почему-то карта страх, третьи лица, якорь. А давайте так, у кого-то тут может быть, если это на работе идут какие-то там сокращения или типа а-ля, даже не сами, как бы, не сам момент этих как-то сокращений, увольнений, а может быть даже перспектива. Тут страх, у кого-то это, ну, может быть, потерять работу, у кого-то это подставы какие-то, знаете, вот в коллективе там, уж не знаю, там тут как будто бы страх это конкуренции какой-то. Вот тут что-то такой какой-то нюанс. Так вот тут вам этот сыр в мышеловке. Тут как будто бы кто-то может так оперировать вот этим вот страхом и желанием, может быть, вашим желанием стабильности. Тут как будто бы как третье лицо какое-то может вам то ли предложить какой-то сценарий вот нахождения в этих взаимоотношениях, вот в коллективе. Как
будто бы тут как-то так вот может, опять-таки, это все так озвучить, предложить и проманипулировать этим страхом вашим также. Как будто акцент сделать на том, что вас тут много вот таких вот, да, вот тут карта женщины, сестры, коллектив женщин. Как будто бы вас даже могут заставить согласиться на что-то, ну, скажем так, то, на что вы раньше не соглашались, а тут просто как будто бы проманипулировать тем, что соглашайся, иначе тут кто-то другой согласится на этот же вариант, тебя подвинут. Тут прям как будто бы вот тут, и тут говорят, даже это безумие, безумие соглашаться на это все. Вот если вот так здраво на это все посмотреть, то как будто потом вы можете как кинопленку отмотать назад и подумать, нафига я на это соглашалась. Как будто бы сами можете отдать вот эти шансы какие-то даже. Если согласитесь вот на что-то, то вы как будто бы согласитесь на меньшее. Тут как занизите, как ставку, да, занизите. Какие-то даже свои требования занизите, как будто бы где-то даже обесцените себя. Тут что-то мне такое вот идет. Но это сыр в мышеловке, это вот тут даже не то, что тут будут что-то прекрасное предлагать, а тут будут, скорее всего, люди манипулировать тем, что вы можете потерять то, что есть. Кто-то может вас то ли занять вашу должность, допустим, или незаменимых нет, или соглашайтесь то, что предлагают, иначе тут и согласятся другие, а вас тут отодвинут как-то. Вот тут что-то тут такое могут, вот даже вот это просто манипуляция тут какая-то. А вам говорят по карте это талисман, на самом деле вы ценная, на самом деле это вы, вот как этот свет приносите, и даже удачу в любое тут какое-то предприятие. На самом деле вас ценят и вас выделяют, но могут вами вот так попытаться как бы опять-таки проманипулировать и показать, может быть, сильно мы в тебе и заинтересованы, или опять-таки незаменимых нет, или опять-таки как будто бы не нужно тут корону на голову себе одевать, да, вот что-то из этой серии. Вот этот страх. Самое главное не поддаваться страху, как будто бы и вам нужно помнить о своей ценности. Если вас что-то не устраивает, не нужно бояться потерять это, там уж не знаю, из-за боязни потерять то, что есть, соглашаться на какие-то форматы, которые вам вообще не подходят. Ой, так, чего ты категорически не хочешь замечать прямо сейчас? Хитрость какая-то по лисе. Так, ждете перемен, гармония, ребенок, звезда, перерождение. Что не хотите замечать прямо сейчас? Корабль, гармония, ждете. Тут кто-то как будто бы, знаете, сейчас проживает такой период состояния, вот, знаете, как жизнь, как это, синдром отложенной жизни, да. Тут в чем это как хитрость какая-то. Ну, это такая хитрость, знаете, по ребенку, это как сам себя обманываешь. Вот сейчас вот живу так, как есть. Ну я жду вот сейчас в предвкушении. Вот-вот сейчас все изменится. Вот-вот сейчас вот карта гармония, все нормализуется. Вот-вот, вот как будто бы, да, вот в чем, вот чего вы не замечаете, того, что жизнь на самом деле пробегает, пролетает, может, уже и замечаете. И тут карта звезда и карта перерождения. Как будто бы вот в погоне за той самой мечтой, вот себе там напридумывали, да, вот с Нового года там, уж не знаю, пойду в спортзал, да, или вот в следующем году я там 100% там что-то себе напридумывала, вот я
это воплощу. А вам говорят каждый день. Вот кайфует каждого дня. Вот даже кайфует этой дороги, которую ты проделываешь по пути к своей мечте по карте звезда. Все эти секундочки, все эти минуты, они не вернутся никогда уже. Вот это вот как будто не замечаете того, что ну, вот где-то даже в мечтах, в мечтах о том, как вы достигнете этой мечты, да, а у вас каждый день вот эти будни, вместо того, чтобы даже по мелочам их сделать более какими-то яркими, радужными, в моменте даже, да, вот, кайфануть. Как будто бы в погоне за вот какой-то даже не обязательно иллюзорной этой мечтой. В принципе, идеей какой-то. Вот к чему вы там идете, идея фикс. Как будто бы фиксируетесь на этой идее, а вот каждодневные вот эти вот будни пролетают, как как серые какие-то дни. И это где-то с вашей стороны, это говорят очень, ну, не то что там неразумно, просто даже печально, потому что так вся жизнь может пролететь. Типа, давайте себе шансы, пожалуйста. Даже каждый день, там, не знаю, пообщайтесь с каким-то человеком, вот, вы в процессе получите кайф. Уж не знаю, там, вспомните там какие-то классные времена, где вы там с подругами встречались, смеялись, там, ну вот как-то так вот как будто бы элементарные какие-то вещи, о которых, может, вы забываете, или вам кажется, нет на это времени, вам говорят, вот этим наполняйте свою жизнь. Каждый день, каждую секунду. Почему-то это вот говорят. Как будто бы пересмотреть сам подход к жизни. Каждый день, вот каждую минуту по-другому на это все смотреть. Перерождение, в принципе, да, по-другому воспринимать и себя в этом мире. Ну, что-то такое вот. Тут как будто бы в погоне, я не говорю, что тут глобальные какие-то там мечты, цели. Ну, давайте так, у каждого из нас, да, мы живем какой-то мечтой в основном, да. Там, уж не знаю, у кого-то это элементарно дожить до какого-то отпуска, да, и не знаю, там, увидеть мир, у кого-то элементарно даже к родственникам съездить там в Простоквашино, да, вот передохнуть, наполниться энергией. У каждого, вот я в принципе говорю, у каждого своя мечта. У кого-то там уж приобрести недвижимость, еще что-нибудь. Так вот вам говорят, вот в погоне, вот мечтая об этом, мы видим вот конечную, да, цель, а вот эти вот промежутки, вот у нас, повторюсь, как эти какие-то ежедневные будни, мы в этом вот как будто бы мы забываем о том, что это наша жизнь. Она состоит в основном из этих вот ежедневных этих будней. Надо наполнять вот эти вот наши дни, секундочки, минуты радостью. Хоть на время остановиться, да, обернуться и посмотреть, там распускается все, цветет, уже не знаю, там дети бегают вокруг, птички щебечут. Жизнь продолжается. Так, ну как-то так. По-другому я не могу это протрактовать. Тут скорее, знаете, как будто как гонка, вечная гонка. Вот что-то не успеваешь, к чему-то стремишься. И там стараешься. И по факту сам вот этот кайф от жизни, вкус жизни теряется. Уже нет ни сил, ни желания радоваться. Уже не понимаешь, на каком ты свете. Вот это какой-то гонки в этой. В этом сумасшедшем каком-то ритме. Это скорее всего об этом. Потому что передохнуть надо, по-другому посмотреть на себя, к чему я иду и чем я жертвую ради вот этих каких-то где-то призрачных целей. И если я достигну вот этих целей, которые я тут я напридумывала, а будут ли у меня силы еще им радоваться и вообще будет ли у меня здоровье, позволит ли мое здоровье воспользоваться, да, результатами этих плодов моих. Ну, в общем, что-то из этой серии.
И смотрим, как маневрировать, чтобы выйти из ситуации победителем. Ой, карта солнышко. Ой, карта счастья. Друзья, карнавал, печаль. Интересно. Ну, первое, о чем вам говорят, чтобы выйти из жизни победителем, давайте тут в прямом смысле. Может, больше с детьми общайтесь, с вашими детьми. Карта счастья, карта верность, семья. Ну, тут сплочение, может быть, даже элементарно пересмотрите у кого-то там семейные альбомы, видео. Ну, как-то тут такое, как воссоединение у кого-то семьи. Вот где-то вспомните эти классные какие-то моменты, где вы были счастливы вместе. И карта дом. Больше вот акцент сюда. А опять-таки карта солнышко. Ну, где-то позвольте себе быть вот большим ребенком даже в моменте, может быть. Не будьте к себе слишком требовательны даже. Мне так идет, как будто бы позвольте себе где-то даже расслабиться. Тут мне тут скорее даже желание уделите себе внимание, это как своему внутреннему ребенку, да, может быть, скажите, от чего я сейчас буду счастлив в моменте, вот, чего бы я хотела сейчас, вот, может быть, больше себе даже вот, как бы позволять, исходя из этого, как-то так. Так, карта дом, понятно, семья, дом, а дальше карнавал и печаль, не знаю, сейчас буду уточнять, о чем это. Чтобы выйти из ситуации победителем. Ну, мы там смотрели, там окружение, да, какое-то может быть такое. Тут друзья, тут они не совсем друзья. При этом даже я не вижу там злого какого-то особого умысла. Какая-то женщина у вас там, которая скорее хотела бы, знаете, управлять ситуацией. Хотела бы, может быть, как ей кажется, сделать все лучше, но не факт, что там будут особо учитываться ваши какие-то там цели. Как будто бы у вас разные цели, в принципе, да, по жизни. Там я такого даже злого сильного умысла не увидела, честно, но давайте мы смотрим, как маневрировать, чтобы выйти из ситуации победителем. Первое, мне вот это все-таки солнце, счастье, семья, это понятно, вы больше времени проводите с семьей, наполняетесь этой энергией, опора у вас должна быть тут, в первую очередь на себя, конечно, но это вам даже поддержку, опору будет семья давать. Даже если там, ну, там коллеги по работе, какое-то недопонимание, что-то, по крайней мере, у вас будет тут поддержка со стороны семьи, вы будете знать, что тут-то вас всегда поймут, поддержат, дадут совет какой-то, да. Еще тут мне все-таки карта солнца, счастья, мне хотелось бы это считать, будьте искренни. Искренне, может быть, радуйтесь там. Если вы рады видеть там кого-то из ваших там коллег, может быть, ту же самую женщину, которая вот там мне вышла, она неосознанно, но как-то вам может эти палки в колеса вставлять. В моменте вы рады ей, будьте искренне, радуйтесь, проявляйтесь как-то так вот. Не нужно там ждать, пока человек сам к вам проявится. Рады, улыбайтесь, можете помочь, помогайте. Вот это вот все сюда, как будто бы открыты, должны быть открыты. Так, карнавал, печаль, о чем это? Ждем. Тоже Ух ты мой, о чем это? Чтобы выйти из ситуации победителя, выбор. Ну тут, скорее всего, знаете, вот с одной стороны вас призывают, да, чтобы вы были тут открыты, где-то как ребенок, не в том плане, что инфантильный, как ребенок, не в том плане, что где-то не очень умный, как ребенок. Тут искренне, открытый человек, который придет на помощь, тут, и опять-таки искренне порадуется за там победы другого человека, даже вот тут так. Но при этом вам говорят, тут выйти из ситуации победителя
Как-то не могу понять. Печаль, карнавал, смерть. Тут просто может быть ситуация такая, где вы в один момент опять как будто бы поймете, что люди вокруг вас, они могут преследовать свои цели, вот как в масках, в маске ходить. И вам говорят, тут карта печали, вы можете в один момент как разочароваться, конечно, и станет вам грустно от того, что тут вы настроены к ним нормально, классно, ну и они тут к вам будут хорошо. А потом в один момент как будто поймете, что тут у кого-то двойные стандарты, у кого-то в принципе человек какой-то двуличный или пытается на двух стульчиках усидеть или в воздухе переобувается. Вам говорят, ну если вы специально этого будете ждать, да, то вы будете как бы закрыты, и опять-таки, как жизнь будет мимо вас проходить. Вы будете как в серой этой коробочке из каких-то ограничений находиться. Вам говорят, что вы должны быть готовы к тому, что такое может быть. Тут карта печали. Вы можете разочароваться в ком-то, даже в вашем ближайшем окружении. Но при этом, говорят, у вас все равно будет выбор и шансы с другими людьми выстроить взаимоотношения. То есть, в принципе, вот так вот, если будете такой искренней, тут радушной, опять-таки доброжелательно относиться ко многим, да, то объективно, если тут с одними у вас будет разочарование, вам говорят, вы победителем выйдете из ситуации, у вас будет выбор, у вас будут другие люди к вам относиться классно. То есть, если с одними там непонятные взаимоотношения, то другие 100% будут с вами, и вам будет по пути. Ну, что-то такое. Будто бы даже вот эти вот печаль какая-то, не надо близко к сердцу принимать. Там, если кто-то там вам покажется, что как будто вот в маске ходят, да, тут кто-то тут хитренький, кто-то тут там, может, какие-то подставы вам кажется будет тут замышлять. Говорят, это может быть, но в то же время есть вокруг вас другие люди, и они оценят ваше вот такое какое-то классное отношение, ваше поведение, ваше проявление. Вот как-то так. Тут основное это не замыкаться, не закрываться, показывать свои наилучшие качества. Хотите вот общаться, кайфуйте от этого общения. На полную, как будто вы общаетесь. Ну, что-то такое мне. Тут, в принципе, говорят, ловите вот эти моменты общения, потому как это опять-таки за собой влечет какие-то новые, может быть, шансы, возможности. С этими людьми пообщались, через этих людей пришли какие-то новые в вашу жизнь, вошли люди и возможности. А если вы будете по карте отшельник закрываться, то вы будете все ждать, пока вот придут и новые люди, и новые возможности. Может быть, действительно вот хорошие какие-то люди, которые вас оценят, там, или которые не предадут. Говорят, вы слишком долго можете этого ждать. Тем самым как будто бы сами от себя эти шансы отодвигая. Мне почему-то так показывают. Ну вот, такое показывают карты, да. Единственная реальная ловушка на вашем пути – это ваше собственное сомнение в себе. Тут вот будьте самой собой, вот такой, какая вы есть, солнышком, счастьем, открытой, верной во взаимоотношениях. Показывайте свои наилучшие качества, да. Мир подсвечивает те зоны, где вы еще не научились доверять своей интуиции. Наверное, нужно этот путь пройти, да. Препятствия, которые вы видите перед собой, это не тупик, а может быть тест на вашу готовность перейти на новый уровень. Научиться коммуницировать, научиться разбираться в людях. Может быть, перед кем-то полностью не открываться, да, а с кем-то действительно находить общий язык и тут быть очень искренней. Как только вы перестаете бояться ошибиться, ловушки превращаются в ступени. Вы сильнее любой игры, в которую вас пытаются втянуть. Вы, в принципе, очень сильная. Удачи вам. Все у вас будет хорошо.
И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Ну а те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо. Умнички.